Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас на канале Long Swim. Тем, кто смотрит это видео первый раз, пожалуйста, подписывайтесь на наш канал. Обязательно ставьте лайки, нажимайте кнопку «Поделиться». Эти все ваши действия помогают нам продвигать наш YouTube-канал. Тема сегодняшнего видео – как правильно работать с колесом жизни. Это видео посвящено специалистам, психологам, психотерапевтам, тем, кто работает с другими людьми. И я сейчас расскажу о преимуществах работы с колесом жизни, заполненным колесом жизни, с колесом жизненного баланса Long Swim. Расскажу, в чем отличие, поэтому присаживайтесь, усаживайтесь поудобнее. Пересылайте это видео по хорошей традиции всем своим друзьям и знакомым через социальные сети, по электронной почте, через кнопку «Поделиться». Итак, зачем специалистам использовать колесо жизненного баланса и чем интересно колесо жизненного баланса Long Swim? Колесо жизненного баланса Long Swim содержит в себе 8 сфер жизни. В основном эти 8 сфер жизни предназначены для того, чтобы человек, использующий колесо жизненного баланса, поставил свои цели, которые он считает для него выполнимые на этот год, в краткосрочной перспективе, в долгосрочной перспективе. То есть это то, к чему человек стремится. В зависимости от постановки целей он может использовать различные инструменты колеса жизненного баланса, а также успешно взаимодействовать с узкими специалистами для решения конкретных задач. Если мы берем психологию, психотерапию и специалисты, которые видят в колесе жизненного баланса какой-то потенциал, давайте рассмотрим возможности применения колеса жизненного баланса. На диагностике, если вы используете круг с делением, но не с указанием сфер, вы можете понять, какие области человек считает для себя приоритетными. В этом есть большое преимущество, то есть иногда бывает так, что вы, если мало практикуете колесо жизненного баланса, не сможете соотнести ту сферу, которая болит, с какой-то структурированной частью. В колесе жизненного баланса Long Swim эта ситуация уже решена. То есть любую ситуацию, которую вы назовете, можно примерно или точно соотнести с той сферой жизни, которая есть уже. За счет того, что все сферы обозначены, между ними уже можно проследить, проанализировать различные взаимодействия. Есть правила, как одна сфера влияет на другую, или в зависимости от того, в каком состоянии человек находится, можно оценить, то есть сделать прогноз на успех достижения целей. И для тех психологов или психотерапевтов, которые работают с колесом жизненного баланса, это огромное преимущество, потому что можете клиенту, вашему заказчику озвучить этот инструментарий, который вы выбрали, будет для вас эффективным в данной ситуации. А то, что вам понравилось, может стоить попробовать, но эффекта от него по статистике не так много. Значит, цель использования этого инструмента – это получение опыта, возможно, будет какой-то инсайт, или, я надеюсь, вы получите какую-то дополнительную информацию, которая поможет нам развивать колесо жизненного баланса. Как правильно работать с колесом жизни? Первое и самое главное – это регулярное заполнение колеса жизненного баланса. Если клиент, заказчик находится с вами в длительной практике, пожалуйста, договоритесь с ним о том, с какой регулярностью вы будете заполнять колесо жизненного баланса. Как правило, здесь есть 3 основные закономерности. Ситуативно, то есть возникла потребность разобраться со своими мыслями, дать своему состоянию точную формулировку, то есть передать ощущения на бумагу, потому что точные формулировки дают понимание, с какой ситуации нужно начать проработку. В колесе жизненного баланса мы вам рекомендуем все-таки использовать последовательность работы со сферами, начиная со сферы яркость жизни. Проработка сферы яркость жизни решает более половины всех ситуаций для людей, которые находятся в состоянии 0,4. И проработка сферы яркости жизни решает более 50 вопросов всех жизненных ситуаций для людей состояния 4-8. Для людей состояния 8-10 проработка духовного роста и творчества дает, как правило, очень хорошие дополнительные инсайты, потому что люди состояния 8-10, они, если дело ответственное, как правило,
привлекают специалистов для того, чтобы они помогли лучше увидеть ситуацию с другой стороны. То есть им нужен такой вот широкий кругозор, чужое экспертное мнение, а выводы они уже, как правило, делают сами. Для людей состояния 0,4 вам нужно подсказывать какие-то решения, подсказывать, какой шаг нужно сделать. Все шаги у нас находятся перед экраном, чтобы вы не забывали о них, они самые эффективные. Это с чего начать, чего можно достичь, какого результата мы можем достичь и как найти единомышленников. Для людей состояния 8-10 последний вопрос является самым важным, поэтому при диагностике колеса жизненного баланса не забывайте поднимать вопрос, что можете ли вы при постановке этих целей найти единомышленников? Насколько единомышленники будут откликаться на ваши поставленные цели, насколько единомышленникам нравится ваше состояние, привлекательное оно. И для людей состояния 0,4, если они делают первые шаги, то есть начинаются первые действия, дальнейшая работа с клиентом превращается в взаимовыгодное сотрудничество. Для людей состояния 4-8 очень важно понимать, и здесь им нужно оказывать посильную помощь, чего они могут достичь. То есть изменится у них состояние в каждой сфере, либо нужно не обращать внимания на то, в каком состоянии вы находитесь в каждой сфере, а сосредоточиться на своих целях. Поэтому, если мы работаем с людьми состояния 4-8, это правило, те люди, которые находятся в бизнесе, это узкие специалисты в каждой категории, они нуждаются в том, чтобы вы помогли им сфокусироваться на целях. Часто задаваемый вопрос, связанный, правильно ли я работаю с колесом жизни, с колесом баланса. Если я начну фокусироваться на этой сфере, пострадают ли другие мои сферы, как люди моего ближайшего окружения, моя семья отнесется к тому, что я погружусь в эту сферу, в этот вопрос. Рекомендация колеса жизненного баланса LongSwim следующая. Если вы проработаете сферу яркой жизни, найдете баланс между циклом работаю, настало время отдыхать, я отдыхаю, вы дадите человеку честный ответ, что если он будет отдыхать периодически в кругу своих знакомых, в кругу своего ближайшего окружения, либо будет посещать места силы, или сам будет источником силы, дисбаланса не будет. Будет просто легкая фокусировка и погружение в цели. Все, что нужно настоятельно рекомендовать людям в состоянии 4-8, это отойти от принципа «я сам, я сама». Все, что они умеют делать хорошо, нужно им по возможности делегировать. Для них это легкое делегирование. Если сроки цели и проекта поджимают, тогда мы просто применяем экстренное делегирование. Почему? Потому что нам важно цели на год закончить в определенном последовательности. Не зажимайте клиента и вашего заказчика в жесткие рамки. Есть цели, которые вы должны закончить в первом полугодии, есть цели, которые вы должны закончить во втором полугодии. Все новые дела планируйте, начинайте в первом полугодии. Даже если вы опоздаете, у вас будет время во втором полугодии уже с насыщенным опытом, с глубоким анализом приступить и закончить ту цель, которую вы запланировали. Такие вот краткие рекомендации дают вам возможность, после того, как вы запомнили колесо жизненного баланса, помочь сконцентрироваться на том, что для клиента вашего заказчика важно. Колесо жизненного баланса LongSwim говорит о том, что очень большое внимание следует уделить вашему состоянию, и работа узких специалистов, таких как психологов, психотерапевтов, должно, по идее или в идеале, приводить человека, в большинстве случаев, в более стабильному, устойчивому состоянию. Если у вас есть какие-то инсайты после просмотра этого видео, пожалуйста, пишите в комментариях, нам будет интересно ваше экспертное мнение. Всем желаю хорошего дня, приятного просмотра, нажимайте кнопочку колокольчик, ставьте лайки, у вас все получится, я в вас верю.